Глава 11. Пробуждение. Судя по осторожному выражению лица мастера белого камня, было ясно, что эта черная жидкость была для него довольно важна. Взмахом руки он выпустил вспышку черного света, которая окутала жидкость, прежде чем упасть на черный блок льда. Как только жидкость соприкоснулась с ледяной глыбой, она тут же просочилась внутрь, быстро превратив прозрачную глыбу льда в мутный черный цвет до такой степени, что фигура молодого человека внутри стала довольно размытой и неразличимой. На лице мастера белого камня появилось довольное выражение, и он убрал тыкву, прежде чем снова сесть, скрестив ноги. Эта жидкость была ядом разложения души черного трупа, который он тщательно приготовил, используя более 10 видов редких ингредиентов. Это был чрезвычайно злобный раствор, способный проникать в духовное чувство заклинателя и вредить его душе. Мастер белый камень сделал печать рукой, и черные искорки внутри льда тут же пришли в движение, а часть из них начала смещаться к голове Люши. Его план состоял в том, чтобы вливать понемногу яда разложения души, чтобы постепенно стереть душу Люши. Таким образом, он смог бы свести к минимуму инстинктивное сопротивление субъекта, тем самым обеспечив наибольшую вероятность успеха. Как только первые несколько искорок света коснулись головы Люши, они тут же исчезли в ней. Мало того, все черные искорки света во всей глыбе льда пришли в бешенство, стремительно устремляясь во все части тела Люши неконтролируемым образом. Мастер белый камень был крайне встревожен этим, и он отчаянно делал печати руками, пытаясь восстановить контроль над черными искорками света, но было уже слишком поздно. Весь яд разложения души исчез в мгновение ока, но Люша не проявлял никаких видимых изменений, и было такое ощущение, что ничего не произошло. Что происходит? Куда делся мой яд разложения души черного трупа? Мастер белый камень вскочил на ноги с яростным и встревоженным выражением лица, выпуская свое духовное чувство, чтобы снова и снова осматривать тело Люши. Однако, сколько бы он ни искал, он не смог найти ничего подозрительного. Он пристально смотрел на Люши сквозь глыбу льда, затем глубоко вздохнул, и разъяренное выражение его лица быстро исчезло, а брови плотно нахмурились в раздумьях. Он не излучает никаких колебаний магической силы, так что он определенно не культиватор. Может быть, он принял какое-то духовное лекарство или носит с собой какое-то защитное сокровище, которое как раз способно противодействовать моему яду разложения души черного трупа. С этой мыслью его взгляд переместился на грудь Люши, где под его одеждой был небольшой бугорок, и там слабо мерцал темно-зеленый свет. В конце концов, мастер белый камень все же решил не снимать ледяную печать, чтобы обыскать тело Люши. В дополнение, после активации массива его нельзя было так просто отключить. После недолгого раздумья он перевернул руку, чтобы достать зеленую тыкву, затем выпустил заклинание печать, и из отверстия тыквы вспыхнул зеленый свет, после чего из нее вылетело около дюжины тонких темно-зеленых насекомых. Эти насекомые были примерно такой же толщины, как прядь волос, и каждый из них был длиной около 15 сантиметров. Они летели по воздуху, непрестанно визжа, и как только они появились, тут же превратились в полосы зеленого света, которые влетели в лед, как будто у них не было никакой субстанции, а затем тут же попытались вгрызться в макушку головы Люши. Внутри льда раздались вспышки своеобразного визга, но как бы ни старались зеленые насекомые, они не смогли прогрызть ни миллиметра кожи на голове Люши. Как будто в голове Люши была какая-то невидимая сила, которая сдерживала насекомых. Выражение лица мастера белого камня слегка изменилось, услышав это, и он, наконец, начал немного беспокоиться. Однако, после недолгого молчания беспокойство в его глазах сменилось яростью, и он холодно фыркнул. «Не может быть, чтобы такой слабоумный, как ты, мог противостоять мне». Взмахом руки он затянул зеленых насекомых обратно в тыкву, затем стиснул зубы, прежде чем начать читать заклинание. Из его тела вырвалась вспышка серого света, зависнув над его головой. Внутри серого света находился маленький серый флаг, который в мгновение ока увеличился в несколько раз. На маленьком флаге было нанесено бесчисленное множество слоев рун, поражающих зрителя чувством дезориентации, но все эти руны были совершенно тусклыми и лишены блеска. Мастер белый камень прокусил кончик своего языка, прежде чем выпустить изо рта кровяную эссенцию, которая исчезла во флаге. В то же время он сделал печать рукой, выпустив полосы черного света, которые также исчезли в сером флаге. Флаг тут же начал светиться ослепительным светом, и руны, начертанные на нем, постепенно начали светлеть, после чего с поверхности флага поднялся слой серого тумана. Затем серый флаг увеличился еще больше, раздувшись примерно до 3 метров в размере, и свет на его поверхности вспыхнул, когда изнутри вылетел ряд бесформенных проекций черепов. Всего таких черепов было около 7-8, и каждый из них издавал жуткий вой, набрасываясь на Люши. Их коллективные голоса тут же начали эхом разноситься по всей потайной комнате. Глаза мастера белого камня были широко раскрыты и налиты кровью, когда он пристально смотрел на бесформенные черепа. Именно в этот момент произошел неожиданный поворот событий.
Как раз когда бесформенные черепа собирались погрузиться в гигантский блок льда, слабая тень Люши, отбрасываемая на землю, внезапно заколебалась, как вода, после чего из нее вылетел черный предмет, прежде чем превратиться в зловещую призрачную голову с парой рогов на голове. Призрачная голова была размером с умывальник, и она непрестанно кудахтала. Зеленые огоньки в ее глазах замерцали, когда она посмотрела на проекции черепов, и она широко открыла рот, выпустив огромное пространство серебряного света. Как будто этот серебряный свет был проклятием их существования, и они были совершенно бессильны уклониться, захваченные серебряным светом, и их поглотила призрачная голова. После этого зловещая призрачная голова причмокнула своими отвратительными губами, казалось, все еще не насытившись едой. Сразу же после этого золотые огоньки в ее глазах вспыхнули, и она обернулась, прежде чем выпустить изо рта большой поток зеленой ци, а затем в мгновение Ика исчезла на месте. Лазурная ци ударила Люши в лицо, прежде чем бесшумно исчезнуть в его теле. Все это произошло в мгновение Ика, завершившись прежде, чем мастер Белый Камень успел отреагировать. Будучи культиватором формирования ядра, мастер Белый Камень считал себя довольно опытным и знающим в области совершенствования, но он никогда раньше не видел ничего подобного, и он был полностью прикован к месту, не зная, что делать. Именно в этот момент раздался резкий треск, и на поверхности глыбы черного льда внезапно появились ряды белых трещин, после чего Люши медленно открыл глаза. Его глаза были гораздо яснее, чем раньше, и больше не выглядели потерянными и пустыми. Он осмотрел свое окружение, затем нахмурил брови и слегка пожал плечами. Раздался оглушительный грохот, когда конус огня ударил в ледяной барьер, и, уже с трудом удерживаясь, ледяной барьер тут же разрушился от удара. Раздался громкий стук, когда вся глыба льда взорвалась изнутри, разбросав осколки черного льда во все стороны, прежде чем они с грохотом упали на землю. Люши поднял голову, чтобы взглянуть на мастера Белого Камня, и казалось, что он собирается что-то сказать, но в следующее мгновение на его лице внезапно появилось растерянное выражение, и он схватился руками за голову, начав выть от боли. Суставы в его теле трещали и щелкали, пока его руки и ноги расширялись, как надувающийся воздушный шар, и в мгновение Ика его тела увеличилось примерно вдвое по сравнению с первоначальным размером. В то же время на поверхности его кожи, включая лицо и шею, появились бесчисленные золотые чешуйки размером с медные монеты. Эти чешуйки выглядели так, как будто были выкованы из чистого золота и мерцали холодным светом, создавая впечатление полной неразрушимости. Мастер Белый Камень был ошеломлен, увидев это, и он знал, что к этому моменту все уже полностью вышло из-под его контроля. Придя в себя, на его лице появилось свирепое выражение, и он стиснул зубы, прежде чем открыть рот, чтобы выпустить шар кровяной эссенции, которая в мгновение Ика исчезла в сером флаге. Серый флаг снова начал ярко светиться, и руны на его поверхности зашевелились, как будто ожили. Раздался ряд тресков, и флаг резко превратился в серую сороконожку длиной 15 метров. Затем мастер Белый Камень похлопал по сумке для хранения, висящей у него на поясе, и из нее вылетело 7 или 8 черных шаров размером с кулак. Вокруг шаров кружилась черная ци, и они издавали невероятно резкий запах. Несмотря на ужасный запах, серая сороконожка издала радостный крик, открыла рот и жадно проглотила черные шары. На поверхности ее экзоскелета тут же появились большие черные участки, которые быстро расширились, в мгновение ока превратив все ее тело в черное. В то же время ее экзоскелет приобрел металлический блеск, как будто он был сделан из неприступной черной стали. Сороконожка завизжала от восторга, когда в ее крошечных глазах засветился слабый красный свет. Она бродила по потайной комнате, и когда ее серповидные ноги царапали твердые каменные стены, они оставляли на них ряд глубоких следов, как горячие ножи, режущие масло. В то же время окружающие каменные стены окрасились в чернильно-черный цвет и начали издавать зловонный запах, ясно указывая на то, что кончики ног сороконожки были покрыты каким-то чрезвычайно сильным ядом. Глава 12. Я Ханьли. Черная сороконожка завизжала, покачивая телом из стороны в сторону, а затем черной тенью метнулась вперед, в мгновение Ика достигнув Люши. Она открыла пасть, обнажив ряды кинжалообразных белых клыков, мерцавших зловещим светом, и злобно вцепилась в плечо Люши. Люши все еще кричал, схватившись руками за голову, совершенно не обращая внимания на то, что происходит вокруг него, и сороконожка смогла вгрызться его плечо без всякого сопротивления. Увидев это, на лице мастера Белого Камня появилась жестокая улыбка. Он прекрасно знал, насколько сильна сороконожка. Она была способна раздробить одним укусом даже обычный магический инструмент, и, что еще более ужасно, все ее тело было покрыто смертельным ядом, который мог убить даже при малейшей ране. Однако, в следующее мгновение улыбка мастера Белого Камня резко застыла. Черная сороконожка внезапно издала мучительный визг, отпрянув назад с кровью, хлынувшей изо рта, и все ее острые клыки были полностью разбиты. Что касается золотых чешуек на плече Люши, то на них не осталось ни единой отметины.
Несмотря на то, что клыки черной сороконожки были разбиты, боль, казалось, разожгла ее свирепость, и она обвелась вокруг Люши, как сжимающий удав, режа его тело со всех сторон своими острыми клешнями. Всюду летели искры, но чешуя Люши оставалась совершенно невредимой. Мастер Белый Камень был так потрясен, увидев это, что его глаза готовы были выскочить из орбит. Теперь я все вспомнил. Я Хань Ли, культиватор номер 1 человеческой расы и самый могущественный культиватор Великого Вознесения Царства Духов. Внезапно крики Люши прекратились, и он резко поднял голову, открыв пару ярких и ясных глаз, которые больше не были ничуть не дезориентированы. Он был никто иной, как Хань Ли, который вознесся в Царство Бессмертных, перенеся бесчисленные трудности в Царстве Духов. Хань Ли даже не посмотрел на черную сороконожку, обвившуюся вокруг его тела, когда он вонзил руку в твердый экзоскелет на ее спине. Его рука была подобна стальному шипу, и, пронзив сороконожку, он с легкостью оторвал ее от себя. Черная сороконожка непрестанно визжала, отчаянно извиваясь из стороны в сторону, но не могла освободиться. Раздался глухой стук, когда рука Хань Ли слегка дрогнула, и по всему телу сороконожки тут же пробежала вспышка огромной силы. С последним мучительным воплем сороконожка полностью обмякла и больше не могла сопротивляться. Хань Ли вонзил в тело существа и другую руку, а затем широко раскинул их, чтобы разорвать сороконожку пополам, после чего небрежно отбросил 2,5 ее тела в сторону. 2,5 туши сороконожки на мгновение судорожно задергались на земле, прежде чем превратиться обратно в маленький черный флаг, который уже был разорван пополам, и духовный свет, мерцавший на его поверхности, полностью угас и ясно указывая на то, что он был разрушен. Все это произошло в мгновение ока, и мастер Белый Камень все еще смотрел с отвисшей челюстью, не в силах поверить своим глазам. Только сейчас Хань Ли повернулся, чтобы взглянуть на мастера Белого Камня, и как только тот встретился с взглядом Хань Ли, он тут же непроизвольно вздрогнул. Он почувствовал, как будто его сердце погрузилось в бездонную ледяную яму, и все его тело пробирал холод. Его выражение лица несколько раз подряд менялось, после чего он резко издал громкий крик и сделал печать рукой. Черный массив в потайной комнате тут же начал ярко светиться, когда раздался громкий гудящий звук, и щупальца черного тумана снова стремительно устремились к Хань Ли. В то же время мастер Белый Камень взмахнул рукавом, выпуская белое летающее копье, которое метнулось к двери потайной комнаты, пытаясь обеспечить ему побег. «Ты никуда не уйдешь. Холодно фыркнул Хань Ли, когда чешуи на его руке вспыхнул золотой свет, и он ударил кулаком по земле. Раздался оглушительный грохот, когда осколки камня разлетелись во все стороны, и в земле образовалась огромная воронка. Черный массив был полностью разрушен, и весь черный туман также перестал существовать. Мастер Белый Камень вздрогнул, услышав звук разрушающегося массива за спиной, но к этому моменту он уже подлетел к входу в потайную комнату и собирался прорваться сквозь него, чтобы спастись. Однако, именно в этот момент прямо перед ним появилась фигура, после чего раздался взрывной грохот. Мастер Белый Камень тут же отлетел назад, как тряпичная кукла, с оглушительным стуком врезавшись в каменную стену. От удара мастер Белый Камень тут же выплюнул большой сгусток крови и с ужасом на лице рухнул на землю. Летающее копье, которое раньше было у него под ногами, уже исчезло. Хань Ли стоял у входа в потайную комнату и медленно отдернул вытянутый левый кулак, а затем снова призрачно появился прямо перед мастером Белым Камнем, глядя на него сверху вниз с холодным выражением лица. «Пожалуйста, пощадите меня, старший. Я был глупцом, что не смог распознать ваше величие. Я готов отдать все, что у меня есть, в обмен на свою жизнь». Мастер Белый Камень неконтролируемо дрожал, пытаясь встать на колени, а затем вытащил сумку для хранения из-за пояса, прежде чем обеими руками почтительно положить ее перед ногами Хань Ли. В то же время он отчаянно кланялся, с такой силой ударяя с головой о землю, что было слышно, как она стучит. Хань Ли оставался совершенно бесстрастным и даже не удосужился взглянуть на сумку для хранения. Молчание Хань Ли вселило еще большую панику в сердце мастера Белого Камня, и он поспешно продолжил. «Кроме этого, у меня есть сокровища в другом месте, которые я могу предложить вам, старший. Как приглашенный старейшина премьер-министра, я знаю, где находится павильон сокровищ в его поместье. Как только вы кивнете, я смогу забрать все эти сокровища и тут же принести их вам». Ради выживания он был готов полностью отбросить свои моральные принципы. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, увидев это, и, казалось, он был довольно заинтригован этим предложением. Золотой свет, исходящий от его тела, медленно угас, и мастер Белый Камень был в восторге, увидев это. Однако, как раз когда он собирался что-то сказать, Хань Ли внезапно поднял руку, прежде чем сделать хватательное движение, выпуская шар черной ци, который по воле Хань Ли исчез прямо в лице мастера Белого Камня. «Пощадите меня, старший». Мастер Белый Камень был сильно встревожен этим, и он поспешно осмотрел свое внутреннее состояние. Однако он не обнаружил ничего подозрительного, но это только еще больше напугало его. «Будь уверен, я пока не убью тебя, я просто возвращаю должок за то, что ты пытался сделать со мной».
Мне достаточно одной мысли, чтобы этот сгусток черной ци в твоем теле взорвался, и я уверен, ты знаешь, что с тобой будет после этого. Кроме того, я вернул себе свои воспоминания. Моя фамилия Хань Анилю, равнодушным голосом сказал Ханли, и его тело начало сжиматься до первоначального размера, а золотые чешуйки на его коже быстро исчезли. Лицо мастера белого камня было смертельно бледным, но он был очень рад услышать, что Ханли собирается пощадить его, и он поспешно кивнул в ответ. Ханли схватил мастера белого камня за воротник, чтобы поднять его с земли, затем постучал правым указательным пальцем по глобелле и выпустил из кончика пальца вспышку черного света. Старший, мастер белый камень, был в ужасе, думая, что Ханли внезапно передумал, но прежде чем он успел что-либо сказать, его глаза внезапно стали совершенно пустыми. Губы Ханли были плотно сжаты, и на его лбу выступил слой пота, а цвет лица слегка побледнел. Через несколько мгновений он выдохнул, и черный свет, исходящий из кончика его пальца, угас. Глаза мастера белого камня закатились, и он тут же потерял сознание. Ханли бросил его на землю, и только после нескольких глубоких вдохов его цвет лица вернулся к норме. Однако, затем его брови плотно нахмурились, и на его лице появилось мрачное выражение. Он только что применил технику поиска души, которая позволила ему собрать информацию, которую он хотел от мастера белого камня. Ханли перевел взгляд на Люлиэр, которая также была без сознания, и в его глазах появилось нежное выражение. Без дальнейшего вливания магической силы золотая веревка вокруг нее уже ослабла, но она все еще была в ловушке черного светового барьера. Он подошел к ней, а затем взмахнул рукой, выпуская вспышку огромной силы, которая в мгновение ока разрушила черный световой барьер. Тело Люлиэр было изранено, и, глядя на нее сверху вниз, Ханли слабо вздохнул. После минутного колебания он сделал печать рукой к бледным щекам Люлиэр, тут же вернулся румянец, и раны на ее теле начали заживать с такой скоростью, что это было заметно даже невооруженным глазом. Ты многое пережила за последние несколько лет. С этим у меня осталось не так уж много магической силы, пробормотал Ханли, глядя на Люлиэр. Затем он подошел к мастеру белому камню, прежде чем поднять его сумку для хранения, а затем разорвал ее пополам, из-за чего все ее содержимое выпало на землю. Большую часть ее содержимого составляли материалы и ингредиенты, но были и некоторые пилюли. После тщательного осмотра Ханли выбрал 2 флакона, высыпав из них лазурную и красную пилюли, прежде чем скормить их Люлиэр. Глава 13. Могуан. Только убедившись, что дыхание и аура Люлиэр постепенно выравниваются, Ханли вновь скрестил ноги и опустился на землю. Он запустил руку за воротник и после недолгих поисков извлек аксессуар, который всегда носил на шее, небольшой флакон светло-зеленого цвета. Поверхность флакона была усеяна узором из темно-зеленых листьев, поражающих своей красотой и реалистичностью. Ханли нежно поглаживал флакон пальцами, и в его глазах застыло задумчивое выражение, словно он ощущал его знакомую текстуру. Погрузившись в раздумье на долгое время, он внезапно убрал флакон и произнес имя — Могуан. В тайной комнате стояла гробовая тишина, нарушаемая лишь эхом голоса Ханли. Однако мгновение спустя тень перед ним слегка исказилась и вытянулась вперед. Внезапно из вытянутой тени Ханли отделилась темная человекоподобная фигура и медленно поднялась на ноги. У фигуры была кожа черная, как смоль, а внешность весьма напоминала Ханли. Он был одет в черную мантию, а его черные волосы свободно рассыпались по голове. Самым примечательным в нем была неописуемая аура разложения, которую он излучал. «Давно не виделись, товарищ Даос Хань», — деревянным голосом произнесла фигура, устремив взгляд на Ханли. «Что случилось, Могуан? Как ты дошел до такого состояния?» — спросил Ханли, нахмурив брови. «Не знаю. Я пробудился всего на несколько лет раньше тебя, и как только очнулся, обнаружил, что потерял всю свою духовную природу, и от меня осталась лишь частица души. Из-за небесного демонического контракта я могу находиться только в твоей тени и не могу показаться, если ты не призовешь меня или кто-то не попытается причинить тебе вред», — ответил Могуан довольно механическим голосом. Ханли помолчал немного, прежде чем спросить: «Ты помнишь последнее, что произошло перед тем, как ты погрузился в сон? Я отчетливо помню все до твоего вознесения, но после твоего вознесения все, что я могу вспомнить, это то, что ты покинул платформу вознесения с бессмертным по имени Гаошен, и на этом мои воспоминания обрываются», — ответил Могуан. «Понятно. Мои воспоминания также обрываются с момента, когда мы покинули платформу Вознесения. Похоже, нам придется разыскать Гаошена, если мы хотим узнать, что именно произошло. Однако сейчас мы находимся не в самом лучшем положении. Я только что обыскал душу того человека, и похоже, что мы не только находимся в царстве духовной сферы, Нижнем царстве, непосредственно подчиненном Северному ледниковому региону бессмертных, но и прошло уже 300 лет, а это значит, что у нас обоих отсутствуют воспоминания за 3 столетия», — сказал Ханли. «Это действительно ужасно.
«У тебя есть какие-нибудь планы, товарищ Даос Хань?» — спросил Мо Гуан. «Может, от твоей души и осталась лишь частица, но ты все еще небесный демонический монарх. Наверняка у тебя еще остались какие-то способности в рукаве», — сказал Хань Ли, подняв бровь. «На данный момент я потерял почти всю свою магическую силу и способности и могу использовать лишь некоторые низкоуровневые секретные техники», — ответил Мо Гуан. Несмотря на эту плохую новость, Хань Ли, похоже, немного успокоился. «Это уже намного лучше, чем ситуация, которую я себе представлял. По сравнению с тобой, я нахожусь в гораздо худшем состоянии. Я только что осмотрел себя, и у меня не только пропали все сокровища и пилюли, но и не осталось ничего от моей магической силы, а моя душа и физическое тело сильно травмированы, так что сейчас я лишь тень своего прежнего «я». Единственная хорошая новость — это то, что я наконец-то очнулся. Как только я найду подходящее духовное лекарство для лечения моего состояния, я должен буду быстро поправиться. Кроме того, я могу ощущать присутствие товарища Дао Се и монарха Золотых Жуков-Пожирателей через их душевные контракты, но я не знаю, где они находятся. Похоже, мне придется найти способ вернуть их в будущем. Похоже, ты действительно попал в затруднительное положение, товарищ Даос Хань. Чтобы найти Гаошена, тебе придется вернуться в Северный Ледниковый регион Бессмертных. Если я правильно помню, из царства, которое находится непосредственно под ним, гораздо легче вознестись в царство бессмертных, но тебе все равно понадобится помощь платформы Вознесения и огромное количество магической силы, чтобы защитить свое тело и позволить тебе силой прорваться сквозь границы царства, сказал Мо Гуан. Не стоит торопиться с возвращением в царство бессмертных. У меня есть достаточно времени, чтобы подумать об этом. Однако одно можно сказать наверняка: кто бы ни был ответственен за то, что довел меня до такого состояния, я обязательно с ним разберусь, как только вернусь в царство бессмертных, ответил Хань Ли равнодушным голосом, и его выражение лица было довольно спокойным, но нельзя было не задаться вопросом, действительно ли он так спокоен, как кажется. Мо Гуан ничего не ответил. «Ты готов и дальше следовать за мной, товарищ Даос Мо Гуан? Как видишь, я сейчас в ужасном положении. Если ты хочешь уйти, я не буду тебя останавливать. Не стоит испытывать меня, товарищ Даос Хань. Даже в моем нынешнем состоянии небесный демонический контракт все еще действует, и в том состоянии, в котором я нахожусь сейчас, я даже не смогу противостоять его связывающей силе. Если бы я попытался сейчас покинуть тебя, я бы подверг себя еще большей опасности», — ответил Мо Гуан. Услышав это, Хань Ли слегка улыбнулся и сказал: «Хорошо, в таком случае я сделаю все возможное, чтобы ты не пожалел о своем решении. Как только я смогу восстановить свои силы до пика, я обязательно сделаю все, что в моих силах, чтобы восстановить твою душу и духовную природу. Сейчас нам нужно собрать информацию и ресурсы из этого царства, чтобы посмотреть, сможем ли мы вернуть мою магическую силу на прежний уровень. Я оставлю все на тебя, товарищ Даос Хань. В моем нынешнем состоянии мне трудно показываться слишком долго, поэтому я возвращаюсь, чтобы отдохнуть и восстановить силы», — спокойно сказал Мо Гуан, а затем превратился в облако черного тумана, которое быстро исчезло в тени Хань Ли. Хань Ли выдохнул, прежде чем взглянуть на Люлиэр, которая все еще крепко спала, и тоже закрыл глаза, чтобы отдохнуть. Только спустя почти полдня Люлиэр наконец проснулась. Как только она открыла глаза, то увидела Хань Ли, сидящего рядом с ней со скрещенными ногами и закрытыми глазами, и даосского мастера Белого Камня, который стоял в стороне с настороженным выражением лица. Почти в тот же момент Хань Ли открыл глаза и с улыбкой сказал: «Ты наконец-то проснулась». Услышав это, тело Люлиэр мгновенно напряглось, и она посмотрела в глаза Хань Ли со сложным выражением, пробормотав: «Братец Камень, ты полностью выздоровел. Лер, меня зовут Хань Ли». «Ты можешь называть меня брат Хань с этого момента», — мягким голосом ответил Хань Ли. Услышав это, на лице Люлиэр появилось довольно унылое выражение, и она неохотно согласилась: «Брат Хань». В этот момент молодой человек перед ней выглядел довольно незнакомо. Хань Ли по изменениям в ее выражении лица понял, о чем она думает, и с улыбкой сказал: «Я, может, и очнулся, но я все еще помню все, что происходило эти несколько лет. Я все еще брат Камень для тебя, и это никогда не изменится». Услышав это, Люлиэр пришла в восторг, и на ее глазах навернулись слезы, когда она бросилась в объятия Хань Ли. «Я знаю, что у тебя много вопросов ко мне, но сейчас не время. Я все тебе объясню, когда появится подходящая возможность», — мягким голосом сказал Хань Ли, ласково поглаживая Люлиэр по голове. Люлиэр послушно кивнула в ответ и не стала задавать никаких дальнейших вопросов. Однако затем ее взгляд упал на даосского мастера Белого Камня, и в ее глазах тут же появилось настороженное выражение. Глава 14. Нападение. «Не беспокойся, товарищ Даос Белый Камень теперь на нашей стороне. Он не посмеет причинить тебе вреда в будущем», — сказал Хань Ли с улыбкой, поднимаясь на ноги и бросая едва заметный взгляд на даосского мастера Белого Камня.
Услышав это, пожилой даосский священник вздрогнул и поспешно закивал, чтобы подтвердить свою преданность, а его спина уже была покрыта холодным потом. Увидев это, выражение лица Люлиэр немного смягчилось. «Пойдем отсюда». Хань Ли взял Люлиэр за руку и направился к каменной двери тайной комнаты, приложив к ней ладонь. Как раз в тот момент, когда он собирался открыть дверь, он внезапно остановился, и его брови слегка нахмурились. Люлиэр почувствовала легкое изменение в поведении Хань Ли и подняла голову, вопросительно глядя на него. «Какое совпадение?» — усмехнулся Хань Ли, прежде чем открыть каменную дверь и выйти наружу. Небо снаружи было довольно темным, что указывало на то, что уже наступила ночь, но с острова можно было увидеть, что все поместье Юй было ярко освещено пламенем, как днем. Со двора доносились звуки битвы, перемежающиеся гулкими взрывами. Густой дым поднимался со всем поместьем, словно черные демонические драконы, взмывающие в ночное небо. Хотя трио Хань Ли находилось на острове вдали от всех остальных жителей поместья, в воздухе все еще ощущался сильный запах крови. «Что происходит?» — спросила Люлиэр, оглядывая поместье с недоверчивым выражением лица. «Ты знаешь, что происходит?» — спросил Хань Ли, повернувшись к даосскому мастеру белого камня. «Боюсь, что нет, старший». «Возможно, на семью Юй напали враги», — неуверенным голосом ответил даосский мастер белый камень, а затем замолчал с почтительным выражением лица, ожидая дальнейших указаний. Хань Ли взглянул на Люлиэр и увидел, что она тоже смотрит на него, и после минутного раздумья сказал: «Полагаю, я обязан Юйце услугой за то, что он разбудил меня из моего прежнего состояния, так что я не могу просто уйти, ничего не сделав. Пойдем посмотрим». С этими словами они втроем вышли из даосского храма и направились к переднему двору поместья Юй. Чем ближе они подходили к переднему двору, тем отчетливее становились звуки битвы. К тому времени, как они втроем добрались до той самой круглой арки, их взору предстала адская картина. Небольшой двор за аркой был усеян грудами истерзанных тел, большинство из которых были одеты в доспехи, предназначенные для стражников поместья премьер-министра, и лишь очень небольшая их часть была одета в черные одежды убийц. Двор был освещен огнем, а в углу двора, ближайшем к переднему двору, находился белый световой барьер, который сдерживал около дюжины фигур в черных костюмах. Как раз в этот момент из группы фигур в черных костюмах взметнулся спиралевидный конус огня, и, достигнув высоты в несколько метров над световым барьером, он внезапно опустился сверху, пикируя вниз, словно быстро вращающийся огненный дракон. Раздался оглушительный грохот, когда конус огня ударился о световой барьер, и, уже с трудом державшийся, световой барьер мгновенно разрушился от удара. Сразу же после этого раздался глубокий голос: «Убейте их!» Дюжина фигур в черных костюмах тут же бросилась к углу с поднятым оружием. «Останови их!» — равнодушным голосом приказал Хань Ли. Даосский мастер белый камень тут же вышел во двор и, открыв рот, выпустил поток черного света. Шар черного света содержал тот же самый змеевидно летающий меч, что и раньше, и он в мгновение ока оказался над фигурами в черных костюмах. Раздался резкий визг, когда летающий меч вздрогнул, выпустив несколько десятков вспышек черной меча, которые стремительно устремились вниз сверху. Во дворе непрестанно раздавались звуки пронзания плоти и костей, сопровождаемые мучительными воплями. Все фигуры в черных костюмах были мгновенно убиты на месте, за исключением одной с короткой бородой, которая успела довольно быстро среагировать и откатиться на несколько метров. «Кто там?» — агрессивным голосом спросил человек в черном костюме. Даосский мастер белый камень ничего не ответил, а лишь взмахнул рукой в воздухе, и летающий меч, парящий в воздухе, тут же спикировал вниз, устремившись прямо к груди мужчины. Увидев это, выражение лица человека в черном резко изменилось, и он поспешно взмахнул рукавом в воздухе, выпуская небольшой синий предмет, который быстро расширился, образовав гигантский щит, который встал перед ним. В то же время он поднял другую руку, и пламя конуса огня взметнулось вверх, быстро устремившись к черному летающему мечу. Раздался оглушительный грохот, и пламя разлетелось во все стороны, когда конус огня взорвался, падая сверху огненными шарами. Что же касается черного летающего меча, то он пронзил грудь человека в черном костюме насквозь. Гигантский синий щит также был пробит, как будто это была не более чем конструкция из папье-маше, не оказав летающему мечу никакого сопротивления. «Ты — культиватор формирования ядра», — пробормотал человек в черном костюме, когда кровь хлынула из его рта и ноздрей. Даосский мастер белый камень взмахом руки вернул свой летающий меч к себе, а затем презрительно фыркнул. Подумать только, что жалкий культиватор заложения основ осмелился противостоять такому могущественному, как я. Не договорив, он резко замолчал, а затем со страхом взглянул на Хань Ли. Хань Ли никак не отреагировал на его высокомерное заявление. Он лишь направился в уголок двора, где сгрудились два человека. Одним из них был молодой человек в окровавленной лазурной мантии с растрепанными волосами. Он был культиватором заложения основ, но его аура была довольно слабой, и было ясно, что его сила на исходе.
Позади него сидела молодая женщина в одежде служанки, свернувшаяся калачиком. Все ее тело было в крови, и она дрожала от страха, не решаясь поднять голову. Узнав молодую женщину, Люлиер слегка запнулась, а затем окликнула. Сестра Сяоу, услышав это, тело молодой женщины напряглось, и она медленно высунула голову из-за спины молодого человека. В то же мгновение, когда она увидела Люлиер, она тут же расплакалась. Люлиер поспешно бросилась вперед, чтобы помочь ей встать на ноги. Молодой человек на мгновение замешкался, а затем тоже с трудом поднялся на ноги и взмолился: «Даосский мастер белого камня, пожалуйста, спасите молодую госпожу». Поторопитесь, услышав это, даосский мастер белый камень слегка запнулся и ничего не ответил. Вместо этого он взглянул на Ханьли. «Где молодая госпожа?» — спросил Ханьли. Молодой человек явно не узнал Ханьли, поэтому был несколько озадачен этим вопросом, но все же ответил: «Когда Сяо и меня послали за подкреплением на остров, молодую госпожу защищали другие старейшины в главной усадьбе, но, учитывая, насколько страшны враги, я не думаю, что они смогут продержаться слишком долго. Оставайтесь здесь и лечите свои раны. Сяо, ты лучше всех знакома с расположением поместья Юй, веди нас к главной усадьбе», — равнодушно распорядился Ханьли. К этому моменту Сяо под утешением Люлиер перестала плакать и с недоумением повернулась к Ханьли, гадая, почему человек, который всего несколько часов назад был умственно отсталым, вдруг начал отдавать всем приказы. Молодой человек тоже был несколько озадачен. Ему было ясно, что Ханьли — лидер группы. Даосский мастер Белый Камень был одной из самых уважаемых фигур в поместье Юй, но, похоже, он тоже был доволен тем, что следует за Ханьли. «Хорошо, идемте за мной». Сяо на мгновение собралась с мыслями, а затем бросилась к переднему двору, за ней вплотную следовало трио Ханьли. С тех пор, как на поместье Юй впервые напали, прошло уже некоторое время, и весь передний двор поместья был усеян телами, одни из которых принадлежали стражникам, а другие — слугам. Казалось, фигуры в черных костюмах намеревались перебить всех. Люлиер была в ужасе от зрелища, которое предстало ее взору по пути. Несмотря на то, что она уже знала о жестокой и кровожадной природе людей, представшие перед ней сцены заставили ее по-новому взглянуть на человеческую расу. Помимо груд тел повсюду, им также встретилось несколько групп фигур в черных костюмах, но почти все они были убиты даосским мастером белого камня за считанные мгновения. Иногда им встречались культиваторы заложения основ, но и они не могли сравниться с даосским мастером белого камня. Таким образом, они вчетвером прошли по коридору и продолжили свой путь к главной усадьбе. Глава 15. Значок. На главной усадьбе поместья Юй некогда роскошный и безупречно ухоженный двор превратился в руины. Повсюду лежали бездыханные тела, а воздух был пропитан тошнотворным смрадом крови. Здесь собрались все оставшиеся в живых члены семьи, которых насчитывалось не более 2 десятков. Среди них были и стар, и млад, включая Юйцы и второго молодого господина семьи. На лицах всех выживших застыл ужас, а некоторые женщины дрожали, как осиновые листья. Лишь Юйцы и еще несколько человек сохраняли некоторое подобие самообладания. Их окружило множество фигур в черных костюмах, которых на первый взгляд было около 30. Они загнали уцелевших членов семьи Юй во двор, окружив их с 3 сторон. Разбившись на небольшие группы по 3-5 человек, эти культиваторы, вооруженные магическими инструментами, ждали своего часа. К счастью, на помощь семье Юй наконец-то прибыли старейшины. Семья Юй была семьей премьер-министра процветающей нации, поэтому культиватор-старейшины, представленные к семье, были весьма могущественными. Впереди всех стоял культиватор средних лет в красном одеянии. Его лицо было покрыто оспинами, а фигура была невзрачной, но вокруг него пульсировал красный свет, и он излучал огромную духовную энергию культиватора стадии формирования ядра. Над его головой парил алый огненный шар, вокруг которого вращалось несколько огненных шаров поменьше. 3 других старейшин семьи Юй состояли из 2 мужчин и женщины. Их уровень культивации был ниже, чем у человека в красном, но они также были весьма грозными противниками. Одна из них, молодая женщина в черном одеянии с изящными чертами лица и испорченным шрамом, стояла по одну сторону от культиватора в красном. По другую сторону стоял худощавый мужчина средних лет с глубоко посаженными глазами. Последним культиватором был худой пожилой мужчина с темной кожей, похожий на старого крестьянина. Он стоял немного позади троицы. Несмотря на наличие культиватора стадии формирования ядра, их было всего 4, и им приходилось в первую очередь заботиться о безопасности выживших членов семьи, поэтому они оказались в тупике, противостоя культиваторам в черном. Так дальше продолжаться не может. Защищайте молодую госпожу и остальных, и будьте готовы прорываться, как только появится возможность. Приказал культиватор в красном, затем сложил печать руками и выпустил изо рта поток красного света, который исчез в огненном шаре над его головой.
Огненный шар мгновенно начал вращаться с гораздо большей скоростью, превратившись в алое пятно. Из него вылетело около десятка гигантских огненных шаров, которые быстро слились в толстого огненного дракона длиной более 30 метров. Огненный дракон, покрытый слоем четко очерченных красных чешуек, издал яростный рев и спикировал на толпу фигур в черном. Первая группа фигур в черном была застигнута врасплох и отброшена огненным драконом, двое из них сгорели дотла на месте. Сразу же после этого огненный дракон яростно взмахнул хвостом, выпустив волну огня, заставив все фигуры в черном в округе отступить. После краткого хаоса все культиваторы в черном пришли в себя и начали бомбардировать огненного дракона своими атаками. Гигантское тело огненного дракона покачивалось из стороны в сторону от ударов, а пламя на его теле непрерывно бурлило, но ни одна из атак не была достаточной, чтобы нанести ему смертельный удар. Дракон продолжал сеять хаос, и всего через несколько секунд почти половина всех фигур в черном была либо мертва, либо ранена. «Вперед!» — крикнул культиватор в красном своим 3 спутникам. Однако в этот самый момент из тьмы выстрелил поток размытого черного света, который с невероятной скоростью, подобно черной молнии, ударил прямо в нижнюю часть живота огненного дракона. Поток черного света глубоко проник в тело огненного дракона, оказавшись черной стрелой, испещренной черными рунами. Руны на древке стрелы внезапно выпустили огромный поток черного света, а затем взорвались с оглушительным грохотом, подняв в воздух гигантское темно-красное грибовидное облако и вызвав сильные толчки земли. В нижней части живота огненного дракона образовалась огромная дыра, а пламя вокруг нее хаотично вспыхивало. Культиватор в красном и 3 других старейшин были ошеломлены увиденным. У входа во двор появилась еще одна фигура в черном, с большим черным луком в руках и черным светом, струящимся вокруг его тела. Аура, которую он излучал, указывала на то, что он был культиватором пика стадии заложения основ. Сразу же после этого из тьмы позади него вышли еще 4 фигуры в черном. Все они также находились на пике стадии заложения основ и были вооружены такими же черными луками, которые они натянули и выстрелили одновременно. 4 черные рунные стрелы взмыли в ночное небо, подобно скоплению черных падающих звезд. Культиватор в красном поспешно сложил серию печати руками, чтобы управлять огненным драконом и уклониться от стрел, но он был слишком большой мишенью, а лучники были исключительно искусны. В конце концов, ему удалось увернуться только от одной стрелы, а остальные 3 попали в цель. 3 рунные стрелы взорвались одновременно, и в теле огненного дракона образовались еще 3 огромные дыры. В результате он больше не смог сохранять свою форму и взорвался шквалом алого пламени, которое быстро погасло. Культиватор в красном издал приглушенный стон, а его тело слегка покачнулось. В этот самый момент раздался ужасный визг, и из тьмы вырвалась полоса белого света. Она была в несколько раз быстрее, чем даже рунные стрелы, и в мгновение Эйка достигла культиватора в красном. Культиватор в красном был сильно встревожен этим, и алый огненный шар над его головой немедленно полетел вперед, чтобы встретить полосу белого света. В то же время он отлетел назад, подняв руки и выпустив 2 луча света, один синий и один красный, содержащие маленький синий меч и алый летающий трезубец соответственно, которые также полетели в сторону полосы белого света. Белый свет вспыхнул, оказавшись костяным клинком длиной около метра, вокруг которого кружились порывы инского ветра. На поверхности клинка внезапно появились большие полосы черных нитей, издавая слабый жужжащий звук, и нити обвили огненный шар, синий меч и алый летающий трезубец. Духовный свет, исходящий от 3 сокровищ, мгновенно потускнел, и они значительно замедлились, как будто в любой момент могли упасть с неба. Тем временем костяной клинок в мгновение Эйке пронзил 3 вялых сокровища, а затем внезапно появился возле головы культиватора в красном, прежде чем промелькнуть в воздухе, подобно молнии. Культиватор в красном издал душераздирающий крик, который резко оборвался, когда его голова слетела с шеи. Кровь брызнула на полметра вверх, как кровавый гейзер, а его обезглавленное тело на мгновение покачнулось, прежде чем рухнуть на землю. Даосский мастер «Красная мантия». В один голос воскликнули выжившие члены семьи Юй. 3 других старейшин также были в ужасе от увиденного и отступили на несколько шагов, не зная, что делать. Сразу же после этого из толпы медленно вышел молодой человек со зловещими чертами лица. Это был тот самый человек, который тайно шпионил за Юйцы в городе Яркого Света, но здесь его не сопровождал человек в сером одеянии. Все окружающие фигуры в черном немедленно прекратили то, что они делали, и почтительно поклонились молодому человеку. По его мановению белый костяной клинок вернулся к молодому человеку, неся с собой 3 сокровища даосского мастера красной мантии. Он взглянул на 3 сокровища, и на его лице появилось презрительное выражение, но он все же убрал их, прежде чем повернуться к выжившим членам семьи Юй с холодным выражением лица. «Убейте их всех! Не оставляйте в живых ни одного! Есть!» Поспешно ответили фигуры в черном в один голос, прежде чем сделать шаг вперед, чтобы выполнить его приказ. 3 старейшин семьи Юй смотрели на это с мрачными лицами, но никто из них не вмешивался.
Некоторые женщины и дети среди выживших членов семьи рыдали от отчаяния, другие уже рухнули на землю, испачкав себя. «Подождите», — раздался приятный голос, и Юйци вышла вперед, чтобы противостоять фигурам в черном. Она снова надела свою мужскую одежду, но это не могло скрыть намек на соблазн в ее чертах. Глаза молодого человека сразу же загорелись при виде ее, и его похотливый взгляд жадно блуждал по ее телу. Лицо Юйци было довольно бледным, но ей все еще удавалось сохранять самообладание. Она подавила желание выколоть глаза этому отвратительному молодому человеку и вытащила пурпурно-золотой значок, демонстрируя его группе. На значке был изображен чрезвычайно яркий и детальный пурпурно-золотой рисунок пламени. «Как вы смеете убивать членов нашей семьи Юй? Разве вы не боитесь секты холодного пламени?»